Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре подборка свежих, шикарных новинок кино, которые прям-таки заждались вашего просмотра. Действительно стоящий, а главное разнообразный топ, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. А если же вы киноман похлеще меня и все новинки уже пересмотрели, всегда можно скоротать вечерок, зарубившись в какую-нибудь новинку из игрового мира. И пусть вас не пугает требовательность современных игр, ведь есть gfn.ru, который превратит любое ваше устройство в топовый игровой компьютер. GFN — это сервис облачного гейминга, технология, с помощью которой вы сможете запускать требовательные игры на старом ПК без какого-либо апгрейда, смартфоне, маке или даже ТВ-приставке, ведь поиграть во что-нибудь топовое иногда хочется. Тот же Ведьмак 3 или Киберпанк требует наличия хорошей видеокарты, но все мы знаем, что они либо стоят миллионы, либо их вообще не найдешь. GFN же запускает ваши игры на своих мощностях, а затем транслирует их на ваше устройство, а ваши действия на свой сервер, и, пожалуйста, у вас топовый ПК без вложений в десятки тысяч. Более 800 игр на ваш выбор, либо вы можете подключить свою библиотеку Steam, Apply, Epic Games, доступны также бесплатные игры, разумеется. Кстати, небольшая личная рекомендация: подключайте премиум аккаунт, с ним вы будете получать крутые подарки от издателей, ваши игровые сессии будут увеличены и без очередей, а также вам станут доступны передовые графические технологии типа NVIDIA RTX и DLSS. Тем более, по моему промокоду КИНО, все новые пользователи получат скидку 10% при покупке премиум аккаунта. Ссылка на этот чудо-сервис в описании. Погружайтесь в мир игр вместе с gfn.ru. Наконец вышла долгожданная экранизация Mortal Kombat. В центре сюжета боец смешанных единоборств Коул Янг, не раз соглашавшийся проиграть за деньги. Он не знает о своем истинном наследии и почему император внешнего мира Шан Цун посылает своего лучшего воина Сабзира на охоту за ним. Вскоре Коул оказывается в храме лорда Рейдена, где вместе с величайшими чемпионами Земли готовится противостоять врагам из внешнего мира в битве за Вселенную. Весьма занятный, динамичный боевик в стиле Джона Уика, отличный выбор для любителей этого жанра. Никто. В центре сюжета ничем не примечательный мужчина, который живет обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от бандитов, не отправляет одного из них в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести. Но и сам мужчина оказывается далеко не простым человеком. В прошлом он работал на очень опасных людей и готов использовать все свои навыки, чтобы дать отпор. Да кто ты вообще такой? Я никто. Следующий фильм, несомненно, придется по душе тем, кто соскучился по большим крупным блокбастерам. «Годзилла против Конга». По его сюжету, когда в наш мир является новая угроза, все та же тайная организация Монарх вместе с Конгом отправляются в опасное путешествие на поиски родного дома гиганта. Однако неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, однако это лишь малая часть тайны, спрятанной глубоко в недрах Земли. Кто преклонится? Только не Конг. Лиам Нисон вновь попал в очередную передрягу. На сей раз он взялся защищать мальчишку от мексиканского картеля в картине под названием «Заступник». По сюжету бывший профессиональный снайпер Джим ведет спокойную жизнь на ранчо на границе с Мексикой. Однажды во время патруля территории герой встречает беззащитного мальчика Мигеля, который стремится попасть в Америку, пытаясь сбежать от наркокартеля. Джим решает помочь ему добраться до Чикаго, а в это время за ними в погоню пускается целый отряд головорезов. Неприятности на дороге? Да уж.
Многострадальная экранизация одноименного фантастического романа «Поступ хаоса» поведает о событиях недалекого будущего на колонизированной людьми планете. Тодд Хьюитт – простой парень, живущий с двумя отцами. Все женщины здесь таинственным образом исчезли, а мужчины заразились вирусом шума, получив способность слышать мысли других, из-за чего ни у кого не осталось личных тайн. Однажды Тодд встречает девушку, чей корабль потерпел крушение. Он еще не подозревает, что это событие изменит жизни всех обитателей планеты. Если хочешь защитить девчонку, вам нужно уходить сейчас. Я думал, ты лишь мальчишка. Молчи. Он пытается тебя выманить. Дерись, дерись. Оберегай ее, оберегай, оберегай. Еще один весьма неплохой, на сей раз европейский комедийный боевик «Рыцари справедливости» поведает о суровом военном Маркусе, чья жена трагически гибнет в железнодорожной катастрофе. Ее смерть списывают на несчастный случай, а сам герой вынужден рассказать об этом своей дочери. Вскоре на пороге его дома появляются люди, которые утверждают, что смерть его жены оказалась далеко не случайной и убеждают мужчину отправиться на поиски убийцы. Героев ожидает опасное приключение, полное насилия и страшных секретов. Так ты жену точно не Я вернешь. сейчас остановлю и нос тебе сломаю. Давайте Уловил? без конфликтов. Согласен. Просто она мертва, и тут уж ничего. Наконец вышла долгожданная масштабная китайская фэнтези «Ассасин. Битва миров». Сюжет фильма разворачивается в двух измерениях. В нашем мужчина ищет свою пропавшую дочь. Некая организация обещает помочь ему в поисках, если тот согласится убить одного писателя, чьи персонажи в книгах могут влиять на наш мир. Параллельно в произведениях этого автора молодой парень вступает в битву против жестокого бога-тирана, но по следу героя уже идет безжалостный убийца в красном. Вскоре грань между двумя мирами начинает стираться. Черная криминальная комедия в лучших традициях фильмов Тарантино и Гая Ричи «Дать дуба в округе Юба». В центре сюжета неприметная тихоня Сью Баттонс, мечтающая окрупиться внимания и уважения, но не получает этого ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная вселенной, женщина вмиг оказывается в лучах славы. Вот только скелеты в шкафу Сью вдобавок к дотошным копам грозят испортить этот прекрасный момент. Дальнейшая же череда событий, как эффект домино, не щадит никого. Эти дни в округе Юба были наполнены страхом, выходные хаоса и боли. Слушай, не порть мне настроение, ведь отличный день. Скажи, день отличный. Нравится мне, знаете ли, эта приземленная, реалистичная супергеройка из Южной Кореи, поэтому ленту «Первый клон» я ждал с большим нетерпением. Согласно сюжету, бывший агент разведки Ки Хун возвращается в строй ради сверхважного задания, коим является сопровождение в безопасное место первого в мире клонированного, да еще и к тому же бессмертного человека. Но по пути на их конвой совершается нападение, и теперь Ки Хуну предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир. Очередная испанская жемчужина, весьма откровенная разговорная комедия «Соседи сверху». Хулио – преподаватель музыки в университете, последние 15 лет живет в браке с Анной, но уже позабыл, как находить с ней общий язык. Их супружеская жизнь состоит из череды бесконечных ссор и скандалов. Еще и новые соседи сверху, Сальва и Лаура, своими сладострастными стонами каждый день напоминают паре, насколько скучна их личная жизнь. И вот Анна решает пригласить шумных соседей на ужин, и, разумеется, это будет весьма откровенная беседа. Если временами у нас дома бывает шумнее обычного, так это потому, что иногда мы любим практиковать групповой секс. Но только иногда, мы не настолько. Но это совсем другое дело. Если только иногда, тогда ладно. А еще мы иногда меняемся партнерами. Да, или устраиваем что-то типа оргии. Это когда все вместе. То есть, чтобы было из кого выбрать. Да, но не больше 8 человек. Но никаких наркотиков. Наркотики строго запрещены. Правда, иногда мы покуриваем травку. Ну, сейчас
Все покуривают травку. Ну и может время от времени экстази. Да ну. Неспешная детективная драма «Город тайн» или еще этот фильм известен под названием «Засуха». Поведает о полицейском Аароне Фалке, который возвращается в измученный засухой родной городок, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга детства Люка. Говорят, что Люк якобы убил свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой. Аарон неохотно принимает эту версию и лично берется за расследование. Вскоре мужчина обнаруживает связь между этим делом и давнишним событием – смертью 17-летней девушки. Очень легкая и забавная романтическая комедия «Дикая парочка» расскажет историю Энтони и Розмари, мужчины и женщины, которым, казалось бы, суждено быть вместе. С самого детства росли на соседних фермах, они будто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает, в основном тупость Энтони, который никак не понимает намеков Розмари. Внезапно девушку зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер, и у застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. И тут приехал мой племянник. Как вам тачка? Он безнадежен. А тебе какая разница? Я человек дела. Он тоже. Полетели со мной в Нью-Йорк. В прошлом году я уже рассказывал о китайском анимационном хите «Нэча». Проект оказался настолько успешным, что вокруг него решили построить целую вселенную. И вот, встречайте Цзан-Зия, легенда об обожествлении. Согласно сюжету, у Цзан-Зия было простое задание – убить демона Лису и обрести бессмертие. Но она показала ему девушку, которая умрет вместе с ней, и он не смог погубить невинную. 10 лет спустя, лишенный части сил, воин сталкивается с той самой девушкой и вместе с ней отправляется в путешествие, надеясь узнать, кто она такая. Сдержанная историческая повесть, основанная на реальных событиях, произошедших в 1939 году. «Раскопки» поведает о, возможно, самой значительной археологической находке в истории Великобритании. Накануне Второй мировой войны овдовевшая Эдит Претти нанимает местного археолога-самоучку Безила Брауна, чтобы тот взялся за раскопки больших курганов в ее сельской местности. По мере того, как происходят археологические работы, становится понятно, что здесь скрыто нечто ценное, при этом между Брауном и Эдит проявляется симпатия. Зачем кто-то закопал здесь корабль? Скорее всего, это могила воина или вождя. Это не все. Их здесь много. С первого отпечатка ладони на стене пещеры история никогда не прерывалась. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!